И мы затронули с ней такой вопрос. Она у меня спрашивает, вот где лучше давать рекламу, ну, как бы дизайнеру, чтобы получать клиентов. И это как бы и мой рынок тоже. Я понимаю, что это очень-очень-очень сложный вопрос. То есть, и он был неоднозначен, я долго объяснял. Это был не ответом на вопрос, это я просто разъяснял и рассказывал ей, что я делаю для того, чтобы там найти клиентов. А она уже, то есть, может сделать какие-то свои выводы. В общем-то, рынок поделен на множество, то есть город Санкт-Петербург — это много-много городов. И у этих городов много-много заборов. То есть, и какой именно будет давать тебе вот этих клиентов, это огромный вопрос. Мы понемножку занимаемся многими вещами. И я даю рекламу и на ресурсах для дизайнеров, и дизайнер у нас печатается в журнале, вот, например, «Интерьер». То есть мы там размещаем реализованные проекты. То есть у нас показываем объекты. Большое портфолио, 3 сайта у нас. То есть 2 года я веду канал в YouTube. В последнее время все больше клиентов появляется с канала YouTube. И я думаю, в будущем все-таки реклама за видео. Потому что, ну, что может сравниться с рекомендацией? С рекомендацией может сравниться только видео, когда человек грубо смотрит, слушает и трогает. Я бы даже сказал, в какой-то степени, наверное, это лучше, чем рекомендация. Потому что когда тебе рекомендуют кого-то, ну, как бы, тебе же не профессионал рекомендует. Тебе рекомендуют, например, соседи, знакомые, близкие, друзья. Они не являются профессионалами в этом вопросе. Соответственно, есть у них заинтересованность в этом или нет, но в любом случае они как бы поддерживают с вами связь и, соответственно, конечно, не хотят... Ну, есть заинтересованность. И очень много объектов я переделываю именно таких, на которых исполнители были по рекомендации. То есть кто-то рекомендовал кому-то. Вообще в большинстве случаев рекомендация, ну, не знаю, то есть я вот вы у меня спросите, кого я могу порекомендовать. Да я никого не буду рекомендовать, потому что они могут прийти и, например, они мне сделали хорошо, а вам сделают плохо. Это как, я не знаю, как поручительство в банке. То есть за кого мы можем поручиться? Ну, во-первых, это очень огромная ответственность. А если люди без ответственности просто там кого-то рекомендуют, ну, я что-то не верю в это. То есть, по-моему, сейчас мир другой. То есть, если человек не заинтересован, ну, смысл ему кого-то там рекомендовать. Значит, он заинтересован как-то, не знаю, может быть, не материально, может быть, как-то по-другому. То есть я не верю в рекомендацию. И обычно хорошие заказчики, они как бы долго изучают, есть сайт, есть портфолио, есть видео, то есть как бы порталы дизайнеров, на которых есть отзывы. То есть читайте, узнавайте, смотрите, похожие проекты, возможно, есть в портфолио. Ну и уже делайте свой правильный выбор. Если вы сделаете выбор, который вам кто-то сделал выбор, и он этот выбор вам передает. Ну, я в это не верю. У всех свой вкус, у всех свои допуски. У нас очень много было, ну не очень много, но были заказчики. Вот вроде бы у них большой в Санино огромный дом, там 300 с лишним метров. И они нашего дизайнера ведут в свою квартиру показать, как бы они хотели, чтобы было.
у них в основном, и еще квартиру тоже им делали в космосе, и у них работают бригада белорусов, которые живут же на объекте, делают ремонт. Они уж очень рады, что как бы те по деньгам очень выгодны. Ну и Вера сходила, посмотрела, ты, говорит, не представляешь, то есть там, качество там ниже среднего, то есть так на троечку там с минусом. Но для них это вот как бы их устраивает. Мало того, они даже еще в какой-то степени, может, не восхищаются, но они довольны тем, как им это преподносят. Но это далеко от какого-то другого уровня, более высокого уровня. И мы показываем иногда квартиру, вот многим за последнее время показали квартиру заказчикам на Петроградке, вот неоклассика. Они приходят как в музей, говорят, это музей, то есть у нас типа нет столько денег. Как-то они судят, то есть сколько денег. Когда мы им говорим, сколько там стоил дизайн-проект, то есть он стоил там 1600. То есть вот один у меня, он говорит, так чудес не бывает, он сказал. Когда мы ему сказали, сколько стоит этот ремонт, то же самое. Они просто не верят и все. Как их убедить? То есть они не верят. То есть им кажется, что такой ремонт золотой, то есть это музейный ремонт, который стоит совершенно бешеных денег. И вот у него отец делает стройку, там достаточно в элитном жилье, и он говорит, у меня там тоже элитное жилье мы делаем, но там совсем другой, говорит, ценник. Там не укладывается в 17 тысяч за метр квадратный, там 25-30 получается. То есть каждому свое. Каждый стянет в свой огород. Но большинство, конечно, они пытаются свести концы с концами. Я уверен, даже люди, которые покупают квартиры и делают в них ремонт, даже не те, которые... Они как бы все смотрят на эти вещи с экономичной точки зрения. Все хотят сэкономить. Но не все знают как. Есть вещи, на которых можно сэкономить. А есть вещи, которых лучше не экономить, потому что ты потеряешь как бы в качестве жилья. Либо в стоимости этого жилья. Смысл тебе, то есть, покупать квартиру там где-то на Крестовском острове и не вкладывать в ремонт. То есть делать там какую-то косметику там. Я не понимаю. А если это, конечно, там какой-то Акервиль или там где-то там за кадом, может и нет смысла там во что-то вкладывать. Сделай там что-то самое минимальное. Но если ты хочешь под себя делать, если ты хочешь воспитывать своих детей, то есть в своем интерьере под себя сделанном, то тут нужно искать своего профессионала, искать своего дизайнера, искать своих строителей. Не знаю, мы ко всем объектам относимся с уважением. И мы не можем себе позволить даже экономичный ремонт с плохим качеством. Да, там дешевая плитка, из которой мы выживаем по максимуму. Да, там не трубы Рихау, но мы тоже перестраховываемся много раз. То есть мы не можем себе позволить некачественное изготовление даже экономичных вещей. Потому что это наше лицо. Мы так на все смотрим. Мы этим занимаемся профессионально, занимаемся достаточно давно и будем заниматься всю жизнь. Поэтому коммерческий вопрос для нас, он на втором плане. И она сейчас, как бы, вот она посмотрела, она увидела то качество, которое можно делать. И это достаточно высокий уровень. И не обязательно за такое качество платить там какие-то бешеные деньги. То есть это нормальный ремонт, и так должно делаться везде.
и всегда. Потому что стандартные позиции, как стяжка, штукатурка и даже там шпаклевка, наклейка обоев, там те же инженерные работы, они должны быть, ну, там, что в элитном ремонте, что в простом ремонте, они должны быть, ну, примерно одинаковые. Да, ты можешь использовать какие-то дорогостоящие расходники или там дорогостоящие материалы. То есть ты можешь их немножко уменьшить, поменять, потому что, возможно, и нет смысла вкладывать такие большие деньги там в материалы в какой-то квартире, где это не окупится при продаже. Но сделано должно быть добротно и качественно. И это как бы неотъемлемая часть. И тут уже нужно подбирать, потому что большинство на рынке, оно так не работает. Оно пытается как бы сорвать, скажем так, свои деньги и сделать как можно меньше трудозатрат. Потому что чем меньше трудозатрат, тем выгоднее получается у тебя маржа. Очень многие вообще работают, просто не заканчивают эти ремонты и все. То есть берут какую-то сначала часть средств, потому что в начале это стандартные позиции, которые сделать проще. А вот в конце все это сводить в одно целое, оно, конечно, всегда сложнее. И получается так, что они расходятся в средней части ремонта, и потом доделывать приходится другим. Либо сами там пытаются как-то сделать, либо... А это такой просто, ну, практичный вариант для недобросовестных исполнителей. То есть ты начинаешь, когда у людей есть деньги, когда они еще толком не знают, что такое ремонт. Берешь с них эти предоплаты, а в конце, то есть они остаются как бы у недоделанного, ну, не разбитого, а бывает и разбитого корыта, у недоделанного. То есть, и они понимать начинают, что оказывается там нужно еще вот это, вот это, вот это, вот это. И нужно вложить еще намного больше, чем они вложили. А в начале те строители недобросовестные, которые у них работали, они им не открыли глаза на это, они им не сказали, они не делали, им как бы, ну, не консультировали по этой теме. А зачем им это делать? Они это все скрывали. Потому что если они им скажут сразу, у меня сколько раз было раньше, то есть я пишу калькуляцию, то есть и там общая сумма, туда включаю все, люди смотрят, они поверить не могут. То есть они поверить не могут, это очень дорого, они говорят. То есть я им говорю, ну вы все эти деньги отдадите. То есть они не готовы, то есть они готовы к пошаговому. То есть и пошагово к ним приходит там один шабашник и берет с них вот такой кусок, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, и они где-то к середине ремонта начинают понимать, что у них уже деньги закончились, а еще надо делать, еще делать и делать, еще надо вкладывать и вкладывать, и еще чистовые материалы надо покупать. А тут ничего не видно, все еще, до жилья еще долго. Вот это вот основная вот позиция, которая присутствует на рынке. Все. И вот значит, бригады, которые делают не под ключ, а вот именно разделяя ластвы, многие заказчики так думают, что это прокатывает в ремонте. Это не прокатывает. Просто ваш ремонт будет передаваться по наследству из поколения в поколение. И вы поймете, насколько сложно закончить ремонт. Тех, кто умеет заканчивать ремонт, их вообще единицы. А вот те, кто начинать, их полно. И вы с этим столкнетесь, когда будете пытаться уложиться в свой бюджет. Я уверен, 99% не укладываются в тот бюджет, который они планировали изначально. И это происходит только от незнания. И от, как бы, ну, я могу, конечно, консультировать платно и рассказывать, как все есть, но, понимаете, заказчик все равно будет думать, что я заинтересованное лицо, потому что я как бы заинтересован взять у него этот ремонт и делать ему этот ремонт. Поэтому он на 100% довериться не может. А как он доверится? То есть я же заинтересован. Ему всегда будет казаться, что я хочу взять чуть больше, чем это стоит на самом деле. Поэтому он всегда будет как бы, ну, просить скидку, либо там
Ну, это жизнь, это рынок, по-другому никак. И как бы я ни говорил, что я не заинтересованное лицо, что мне в принципе все равно. То есть я просто рассказываю, как есть. Ну, для этого, наверное, консультация должна быть платной. То есть человек заплатил за консультацию, получил независимо. То есть он не обязан там мне что-то обещать. Он просто получил консультацию, просто заплатил за калькуляцию, ему скалькулировали, сколько это стоит. И он уже дальше делает выводы, как ему поступать, кого ему брать в исполнители и какой ремонт делать. Ну, какой ремонт? То есть, если он пойдет экономичным путем, будет искать бригаду с дешевыми расценками, ну, очень мала вероятность, что ему сделают хорошо. Ну, практически ничтожно. Потому что, ну, знающие себе цену люди, они как бы не пойдут работать по дешевым расценкам. Значит, это те исполнители, которые делают плохо, либо не умеют делать. То есть они экономят время, то есть у них получится быстро. И всегда, когда вы спрашиваете, сколько будет длиться ремонт, и они вам будут говорить прямо вот короткий срок. Все сразу понятно. То есть там все прослойки должны высохнуть. То есть там ты же не наложишь одни работы на другие. Ну, какие-то можно, но в основном это невозможно. То есть, соответственно, нужно сделать сначала одно, потом другое. И только после того, как ты выложишь там полы, устанавливать двери. Если подрядчик что-то утаивает, ну, лучше не работать с таким подрядчиком. Значит, у вас потом будут сюрпризы. И эти сюрпризы, они выльются вам в копеечку. Очень многих заказчиков подводит самоуверенность. То есть вот они вот им кажется, что вот так и все. Но ведь все же относительно. Даже заказчик, даже подрядчик, он в одном месте сделал лучше, в другом сделал хуже. Почему он сделал? У него нет стабильной почвы. То есть тут он был сытый, а тут он голодный. То есть поэтому лучше искать, то есть ту компанию, которая стабильно стоит на ногах. Те люди, которые только этим и занимаются, они заодно там еще продают какие-то материалы или там тоже такого полно бывает. Ну вот представьте, то есть я же не пользуюсь, например, на своих объектах сантехниками из Афони, чтобы они мне пришли там что-то подключили. То есть понятно, что это те люди, которые делают какую-то разовую ремонтную работу. Но я уверен, многие как бы обращаются к ним, там, нанимают этих сантехников, чтобы они что-либо сделали. Но человек наверняка будет не от начала до конца делать. А если даже от начала до конца, то в чем он заинтересован? В том, чтобы подписать акт выполненных работ, получить деньги и свалить. А не то, чтобы там это не текло годами. Как, например, делаем мы. Потому что, ну, представьте, если я делаю под ключ целую квартиру, и у меня там приходящий сантехник там вышел на один день, там, привинтил 2 фитинга и ушел. Ну, либо это у меня, если такое случается, то у меня тотальный контроль за такими людьми. Откуда простой заказчик знает, как контролировать этих исполнителей? То есть он же не делает по 25 ремонтов в год. Но вот ему кажется, ему кто-то сказал, он где-то посмотрел, что-то прочитал, и он считает, вот мне там присылают, а вы вот так вот можете, там, и там коллекторный узел, там, ну все в трубах. Я говорю, ну конечно можем, а что там делать? Ну если вы хотите, так, пожалуйста, но у вас этот коллекторный узел будет стоить 200 тысяч по материалам. Давайте купим фаровские промывные фильтра, то есть давайте с обратной промывкой, давайте там эти, да там можно, конечно, золотых сделать, но есть ли в этом смысл?
нет в этом смысла. Ну и вы когда общаетесь с подрядчиком, можете запросто с ним переговорить и посмотрите, как он вас. В основном недобросовестные подрядчики, они будут вас успокаивать. Да не беспокойтесь, все будет хорошо, у вас все будет отлично, да мы тут все построим, да вообще проблем никаких нет и так далее. Вот это вот первый признак того, что вам что-нибудь впарят в конечном итоге. Потому что здоровая критика, она должна присутствовать. Ни одной новостройки я не видел нормальной. То есть, ну да, элитная новостройка, она чуть лучше сделана. То есть, если чем ты дальше от центра уезжаешь, тем хуже эти новостройки делают. А если там уехал закат, то там вообще все подъезды в трещинах. Потому что эти квартиры делаются для того, чтобы автомат по сбору квартплаты поставить перед подъездом. И это главная задача. Остальное все это... Им совершенно наплевать на тех. Все, продали квартиру и до свидания. Потом никто не будет вами заниматься. Все, вам уже все впарили. При покупке квартиры, ну возьмите с собой. Вы же когда машину бэушную покупаете, вы же, наверное, находите какого-то профессионала, который там смотрит мотор, двигатель, или там отвозите на диагностику. И здесь нужно обязательно нанять человека, который посмотрит. Ну, мы приходим делать ремонт, у них там из пола эти трубки торчат, там питающие этот радиатор, вот так вот криво, радиатор криво висит. Но это же при покупке квартиры вы можете сказать, и они обязаны это устранить. Но когда это уже, вы уже купили эту квартиру, то, конечно, зачем им это надо? Они будут тут устранять. Ничего они не будут устранять. Никто не будет эти стеклопакеты от этой, там, представляете, измазали все стеклопакеты вот этой гидроизоляцией, которой они обмазывают примыкание, а ее ничем не смоешь. То есть, если ее счищать чем-то острым, то ты поцарапаешь все стеклопакеты. И вот у меня человек 3 дня 5 окон этих чистил там с этим, как вот, с феном и так далее. То есть, нет, это вот в крови у нас. У российского человека в крови вот это вот. Ему кажется, что он все знает. Да чего он знает? Ничего он не знает. Всем должны заниматься профессионалы. Возьми консультацию, заплати эти 3000. Да тут на эту тему можно вечно говорить. Ментальность. Сами себе делают плохо. Или это как? Мы не можем не сделать себе не напротив. Пока-пока.